Всем привет! Сегодня в видео поговорим, как установить две операционные системы на один диск. В данном случае мы будем рассматривать установку Hackintosh плюс Windows. А если видео вам понравится, подпишитесь на канал и поставьте лайк, это помогает продвижению канала. Буду очень благодарен. Пока идет загрузка, я немного расскажу, что существует много различных способов установки двух операционных систем на один диск. Сначала можно установить Windows, потом установить Hackintosh. Существуют также различные способы разделения жестких дисков. Я расскажу о способе, которым я очень часто пользуюсь. Он отлично подходит тогда, когда не нужно сохранять какие-то данные на жестком диске. Вся установка производится с нуля на чистый жесткий диск. Ну или тот диск, на котором можно удалить информацию. Установщик уже запустился. Мы с вами переходим в дисковую утилиту и нажимаем «Продолжить». Теперь я нажимаю «Вид» и «Показать все устройства». Теперь я выбираю корень диска и нажимаю «Стереть». Имя можно задать любое. Так как я устанавливаю macOS Sonoma, я оставляю Apple File System, схема разделов остается Gwide. После этого нажимаю «Стереть». Нажимаю «Готово». Далее выбираю контейнер диск 4. Название может отличаться. И нажимаю «Разбить на разделы». В данном меню не нужно менять формат, нам нужно только определиться с размером тех областей жестких дисков, которые мы выделим для той или иной операционной системы. Можно поделить пополам или выделить для одной из операционной системы больше места. Я поделю на 800 и 200 гигабайт. 200 гигабайт я буду использовать для системы Windows и 800 гигабайт для установки Hackintosh. После того, как мы определились с размерами областей жесткого диска, нажимаем «Применить». Ознакомились с информацией и нажимаем «Разбить на разделы». Нажимаем «Готово». Дальше нам никаких манипуляций в дисковой утилите производить не нужно. Здесь мы можем наблюдать, что появился контейнер диск 5, на котором мы в дальнейшем будем устанавливать операционную систему Windows. Закрываем дисковую утилиту и переходим к установке операционной системы Sonoma. Нажимаем «Продолжить». Принимаем лицензионное соглашение. Нажимаем «Принять». И видим наши два диска, которые мы с вами создали, на 200 и 800 гигабайт. Здесь мы можем определиться, какую систему на какой диск мы будем устанавливать. Для людей, которые хотят подстраховаться, мы можем загрузить установщик Windows и посмотреть, как эти диски определяются в данной операционной системе. Я запускаю установщик Windows, выбираю версию операционной системы, которую в дальнейшем буду устанавливать. Дожидаемся загрузки. Выбираем язык установки. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Установить». Так как это просто проверка, я нажимаю, что у меня нет ключа продукта. Выбираю версию операционной системы и нажимаю «Далее». Принимаем лицензионное соглашение. Нажимаем «Далее». Выборочная установка. Система Windows эти диски определяются как 745 гигабайт, это диск на 800 гигабайт, который мы с вами форматировали, и диск на 200 гигабайт отображается как 186. Также есть раздел EFI, его ни в коем случае трогать при установке не нужно. После того, как мы убедились, что в Windows системе данные диски отображаются корректно и в дальнейшем мы сможем на них произвести установку, мы ее закрываем и вернемся к установке операционной системы Sonoma. В первую очередь я всегда устанавливаю Hackintosh и уже после этого выбираю ту операционную систему, которая мне нужна, например Windows или Linux. Выбираю 800 гигабайт для установки Hackintosh и нажимаю «Продолжить». Дальше происходит стандартная установка операционной системы macOS. На канале уже есть видеоролики по установке и настройке разных операционных систем. Переходи, чтобы узнать больше. После того, как операционная система полностью установилась, нам нужно перенести EFI загрузчик с флешки на раздел жесткого диска. Это все делается с помощью Clover конфигуратора. Мы его запускаем, монтируем разделы и переносим EFI раздел с флешки на EFI раздел жесткого диска, чтобы в дальнейшем запускаться без использования флешки.
После того, как EFI раздел скопирован с флешки на жесткий диск, можем произвести тестовый запуск, чтобы убедиться, что загрузка происходит корректно, и приступать к установке операционной системы Windows. При запуске компьютера через boot-меню я запускаю флешку, на которую есть установщик Windows системы. Выбираю разрядность операционной системы и далее проходим стандартные шаги установки. Принимаем лицензионное соглашение и выбираем диск. На 745 гигабайт мы уже установили операционную систему Hackintosh. Теперь выбираем раздел на 186 гигабайт. Нажимаем «Удалить». Нажимаем «Ок». EFI раздел жесткого диска в данном меню ни в коем случае не удаляйте и не форматируйте. Выбираем «Незанятое пространство» и нажимаем «Далее». Далее происходит стандартная установка операционной системы Windows. Операционная система Windows практически установлена. Давайте дождемся ее окончания. Операционная система полностью установлена и работает корректно. Далее мы можем устанавливать драйвера и настраивать систему. Но мы с вами переходим в дисковую утилиту, чтобы убедиться, что все наши диски отображаются. Диск на 745 гигабайт и первый раздел EFI ни в коем случае трогать не нужно. Работаем только с диском C, который отображается и на котором установлена операционная система Windows. В дальнейшем при запуске системы в OpenCore мы выведем наши две системы. SSD-диск — это установленный на Hackintosh, и Windows-систему. Каждый раз, включая компьютер, мы просто выбираем операционную систему, которую хотим запустить. Спасибо всем, кто досмотрел данный ролик до конца. Если у кого-то остались вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь всем ответить. До новых встреч!